Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала «Мудрая лиса». Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у нас будет выпуск, посвящающийся любовной теме, его отношение ко мне, его мнение обо мне, его мысли обо мне. Да? Будут 3 варианта, выбирайте, пожалуйста, свой. Карту, которая вам ближе, по вашим ощущениям. И мы начнем. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Выбирайте, пожалуйста, свою, и мы начинаем. Итак, здравствуйте, единички, я рада вас приветствовать. Вы чувствуете некую глобальность происходящего, некую глобальность поворота вашей судьбы, да, то есть то, что сейчас происходит, вам кажется судьбоносным в какой-то степени, и вы чувствуете, что здесь и сейчас вы должны быть в курсе, в гуще событий, назовем это так. Кого вы загадали? Человека, с которым, в принципе, есть путь в дальнейшее, но вы видите этот путь, но сейчас очень много преград. И сейчас очень много стоит вопросов про ваши прошлые планы, надежды и чаяния. Это все разрушается и откладывается в долгий ящик. Король чаш. Выпадает король чаш, как ваш партнер. Здесь вполне могут быть истории про любовные треугольники, про четыреугольники и так далее. Но в принципе вы рассматриваете партнера, которого вы загадываете, как потенциального мужа, как потенциального партнера на будущее. Так, что человек думает о вас? В принципе, на самом деле вот так вот здесь, что справедливость должна восторжествовать, что будет тяжело, но несмотря на это нужно идти вперед. Опять-таки тут есть намек еще один на любовный треугольник, но это уже другой вопрос. Думает о вас. Что сейчас пути закрыты, что сейчас луна, и между вами расстояние, возможно, или холод, или тьма. То есть такое состояние, когда вы отделены друг от друга, и все, что человек может, это вспоминать. Вспоминать там ваш запах, вспоминать ваши внешние какие-то привычки и так далее. Наслаждаться тем, что он помнит. Но на самом деле ситуация должна была обернуться не так. Ситуация должна была обернуться по-другому. Он себе планировал совершенно другой исход событий вот на сегодняшний день. Его отношение к вам. Отношение достаточно теплое. Отношение как очень близкому человеку, которому он доверяет, с которым бы хотел строить свою жизнь. Тут действительно десятка чаш, но опять-таки десятка чаш, она может быть очень иллюзорна в плане, как вам объяснить, всегда вот за десяткой чаш стоит какая-то иллюзорная, оптимистическая, максималистическая утопия. Да, то есть когда все прекрасно, все отлично, но мы за этим не замечаем реалии. То есть он вас идеализирует в какой-то степени.
И в данный момент происходит что у вас, что у него трансформация. Трансформация, которая выводит его на рассмотрение новых перспектив в жизни, на рассмотрение новых путей в жизни. Потому что, в принципе, готов ли он действовать? В данный момент он не может действовать. Все, что он может, это как будто бы сорваться, приехать очень редко, на эмоциях, написать что-то, да, то есть здесь нет конкретных поступков, здесь есть действия, которые вызваны сиюминутными эмоциями. Ну, если честно, мне больше всего, конечно, здесь любовный треугольник поднимается, потому что почти все карты об этом рассказывают, что здесь есть третий лишний, и этот третий лишний, он делает отношения очень сложно реализуемыми. Человек готов на перспективу работать, то есть зарабатывать, к чему-то стремиться, и свои ресурсы приносить вам, да, но это на перспективу и это на сегодняшний момент. Если честно, все-таки я могу сказать, что это верхний пласт. У меня есть ощущение, что под низом там просто сожаление и жаление себя, что все не получается так, как запланировали, что все не получается так, как хотелось бы. Сейчас посмотрим. У меня есть ощущение, что он чего-то ожидает. Ожидает какого-то итога для того, чтобы можно было уже подводить черту и идти дальше. Потому что здесь я вот не вижу действий, но я вижу очень сильную мотивацию и стимул к вам. То есть, а это многого стоит. Если есть такая сильная мотивация, она должна быть... То есть действия сейчас невозможно сделать, но есть мотивация делать эти действия. То есть человек чего-то ждет, чтобы сделать эти действия. Давайте посмотрим на чувства. Я пытаюсь понять просто некоторые вещи для себя. Чувства партнера к вам. Вы очень резонируете с друг другом. Вы очень похожи в чем-то. Вы соблюдаете и разделяете одинаковые ценности, возможно, мировоззрение одинаковое, взгляды на определенные вещи одинаковые. Вы как будто бы союзники духовно и ментально. Здесь больше об этом. Путь к вам – это путь в новое, путь в будущее, но здесь не рассматривается, что путь к вам – это путь к любви и так далее. Здесь больше вот партнер думает другими критериями, поднимаются совершенно другие критерии. И вот в этом у меня возникает вопрос. Здесь есть желание, здесь есть страсть, но просто я не вижу глубоких чувств, но вижу большой стимул двигаться к вам. И, возможно, еще здесь поднимается такая история, что, допустим, это новые свежие отношения, где вы еще друг друга не раскрыли, и, соответственно, нету той эмоционально чувствительной базы, которая просматривается обычно в отношениях, да? Но здесь есть дикое желание развивать это. В вас он видит шанс на новую жизнь, шанс найти себе союзника по своим принципам и взглядам. Здесь больше вот ментальный брак, духовный брак, да, это когда два человека ценят и видят в друг друге равных партнеров,
по уму, по духу, по менталу, да, по таким ресурсам достаточно высоким, высоковибрационным, сказала бы я. Вот такое здесь отношение, очень любопытное, потому что здесь все-таки энергия проходит не по нижним чакрам, а, я бы сказала, по высоким. Это Вишудха, это Аджна, Манипура. Интересные оттенки. Если у вас проигралось, единички, я буду вам очень благодарна, если вы напишите комментарий, особенно та позиция, которая у вас проигралась, потому что для меня это важно. Я просматриваю, у кого сколько проигралось, там первого, второго, третьего варианта. Я буду какое-то время с какой-то периодичностью это повторять, потому что вот теперь я получаю такой классный фидбэк, да, обратный отклик, я вижу, какие варианты, и в этом я нахожу интересную тенденцию, в этом я нахожу полезную для себя информацию. Поэтому я вам буду благодарна за лайки, комментарии, подписки, поддержку. Для меня сейчас, особенно сейчас, это очень важно. Я уже говорила, и пока буду говорить, что недавно включили монетизацию, хотелось бы с этого развивать, начать активно развивать свой канал. И ваша поддержка для меня является лучшим виртуальным спасибо. И до новых встреч! Двоечки, здравствуйте, здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале Мудрая Лиса. Вы загадали второй вариант, и мы сейчас посмотрим. Вы пришли ко мне, я бы назвала это с пустотой внутри. У меня есть ощущение что-то на бывшего, но сейчас будем смотреть. Есть ощущение не то чтобы завершенности, а отдаления в будущем, в прошлом. То есть такое ощущение, что это бывший. Или знакомство, которое началось и очень быстро закончилось. То есть здесь, да, люди не общаются. Здесь люди не общаются. Что человек думает о вас? Раз, два, три. Я лучше сконцентрируюсь на своей жизни. Передо мной огромный пласт работы, который я должен выполнять. Очень тяжелой работы, и человек явно устает, потому что много на себя взвалил. Но на конце колоды я вижу кубок, то есть это не... Есть ощущение, что это закрытые чувства, подавленные, потому что они, да, не находят для себя площадки для реализации, не находят для себя возможности открыться. Чувства, понимаете, вот тоже очень интересно. Мы привыкли обозначать любые чувства чувствами, да, то есть это может быть банальная симпатия, это может быть что-то легкое и зыбкое, при первом же ветре слетает и улетает далеко, то есть и не всерьез, и понарошку, и не по-настоящему, но мы все равно называем это чувствами. И это так глобализирует это слово, и это так обесценивает вот эти все градации и полутона чувств, что это странно для меня, реально. Я как будто, я иногда слушаю тоже расклады, и там у него есть к вам чувства. Но я такая думаю, это ж чувства, какие там должны быть чувства, чтобы такое говорить, да? Потом в результате я понимаю, что, судя по описанию, судя из резонирующей основы реальности, да, то есть
Я просто сопоставила реальность и слова таролога, и я поняла, что это банальная симпатия. Это на уровне красивая девушка. Она мне понравилась, там, где-то там ходит, гуляет по улице, она мне понравилась. Но не более того. И так неинтересно. У него есть к вам чувства. Ой, фантазеры. И самое интересное, что я просто говорю, исходя из своего опыта. И мы же на это ведемся. Мы ведемся, мы ждем. У него же там чувства. Какие чувства? Так и здесь. То есть я не могу сказать, что здесь чувства. Вы понравились человеку, вы запомнились ему однозначно. Это правда, он думал о вас. Ну, это видно, да. Возможно, даже чаще, чем хотелось бы ему думать. Но здесь просто поднимается такая градация чувств, как симпатия вперемешку с желаниями и страстью. И это можно перепутать с влюбленностью. Но нет, это не влюбленность, это даже не влюбленность. Я должна об этом говорить. То есть это, знаете, как мой моральный долг об этом говорить, потому что не хотелось бы давать какие-то надежды девушкам, которые могут себе обеспечить или встретить кого-то другого, с кем будет намного лучше, и там, где будет много ясности и понимания, где отношения будут прозрачными, понимаете, да? Не залипать, не начинать эту ментальную жвачку, не начинать еще одни энергетические, всю практику тут растеряла, завязки, да, то есть это когда между двумя людьми есть энергетическая связь, она поддерживается за счет, допустим, девушки, которая постоянно думает о парне, и она думает, что это все очень взаимно, это красиво и трагично, и на расстоянии, и мечты, где ваша сладость. А по итогу она просто отдает очень много своей энергии не туда, отдает очень много своей энергии впустую, другому человеку. Такие привязки, такие завязки нужно разрывать. И здесь есть риск просто попасться на такую завязку. Я об этом говорю. Так много поговорила. Его отношение к вам. Здесь the end. Здесь the end, я бы сказала так, что здесь конец без поставленной точки. И эту точку поставьте мысленно для себя, потому что здесь конец. Здесь партнер отношения. Отношения как к чему-то, что было в прошлом, что было интересно, но мы от этого отказались, потому что есть реалии. Все. Тут вот такая позиция. И знаете, у меня редко попадаются такие позиции, не потому что я люблю сладкие расклады, не потому что я сахарный таролог, как многие там говорят. Люблю я посмотреть, я еще раз говорю, всякие видосики, и для меня это интересно, и сопоставить, и посмотреть чужую технику и так далее. Это интересно. Собственно, у меня редко бывают такие расклады, потому что если я прямо вижу, что надо раскрыть человеку глаза, вот тут без шансов, без вариантов, то я это делаю. Просто везде есть свои варианты, есть везде свои как-то выходы, но не здесь. Бывает такое. И это даже хорошо, потому что у вас не останется иллюзий, у вас не останется недосказанностей. Представьте, что это просто все было сном, что это все было, как это сказать правильно, было и было, вот так. И вам будет от этого проще, и вы не будете за собой тянуть лишние эмоции, какие-то начальной стадии симпатии, влюбленности, чтобы не делать ни себе больно, ни себе. Тут просто больше про себя. Здесь про любовь к себе и уважение к своим чувствам, уважение к своему внутреннему миру. Вот так.
Двоечки. Если вам резонирует, если вы правда чувствуете, что это ваша позиция, и вы понимаете, что где-то что-то я сказала правильно для вас, да, лично в вашей ситуации, я вам буду благодарна за поддержку, за ваши лайки, комментарии, особенно с обозначением вашей позиции, какую вы позицию загадали. Если вы чувствуете, что все-таки это не ваша позиция, что у вас есть будущее, что у вас есть путь в дальнейшее, вы можете перезагадать позицию или выбрать другое мое видео, или выбрать вообще других тарологов. То есть. Но я всегда вас жду у себя в гостях и всегда буду вам рада и признательна. Третья позиция. Троечки, здравствуйте, здравствуйте. Посмотрим, в каком вы сегодня настроении. Понятно? Почему-то я так и думала, знаете, королева мечей, в каком вы сегодня настроении? Королева мечей, я не хочу никого видеть, мне все надоело, я хочу закрыться от мира, я хочу, чтобы мне было удобнее, я хочу, чтобы меня эмоционально никто не цеплял. Полностью вот закрытая позиция. Так. Что о вас думает человек, которого вы загадали? Be or not to be, сказал бы он. Что это значит? Уйти или остаться? Тут вообще, если честно, 3 позиции такие интересные у меня сегодня. Завершающиеся циклы, я так понимаю. Человек явно хочет выглядеть для вас императором, выглядеть для вас сильным мужчиной, выглядеть мужчиной при силе, да, то есть человеком, который может взять под свой контроль абсолютно все. Есть неудовлетворенность позициями, есть неудовлетворенность происходящим. Думает, во-первых, что нужно как-то шевелиться в ваше направление. Думает, что нужно как-то сопоставлять и соизмерять свои силы с возможностями и прикладывать максимально к этому. У меня есть ощущение, что он чувствует какую-то свою, возможно, вину, возможно, где-то уже накуролесил. Или это не вина, а незакрытые гештальты, потому что вина и незакрытые гештальты между собой очень похожи. Если вы понимаете, о чем я. Вина – это что-то, что мы хотим загладить перед человеком, мы как будто что-то хотим сделать для человека, чтобы нам стало легче. А незакрытые гештальты примерно так же работают по своей специфике. Где-то как-то оно для меня резонирует. Идем дальше. Какие у вас отношения? Что ж такое? Я тасовала, притом очень хорошо. Несмотря на все обстоятельства, все, что между вами складывалось, человек хочет большего, он хочет расти, он к вам тянется, как лучику солнца. Просто здесь то ли были варианты, то ли остаются варианты какие-то другие. Допустим, какие-то длительные командировки, нужно выбирать между отношениями и карьерой, какие-то другие варианты пути развития. То есть, но все равно человек возвращается мысленно к вам, все равно человек возвращается мысленно домой. То есть у него есть ощущение, что там, где вы, там дом. То есть это не просто там родственное, это что-то родное и теплое, это что-то, это глубже, чем он себе обозначал эти отношения изначально. Глубже.
И от этого ему не по себе. Он не предполагал, что он готов к отношениям, он не предполагал, что он может так глубоко проникнуться человеком, назовем так. Хорошо, отношение его к вам. Я хочу, я могу и я буду. Ну, то есть здесь вот маг мне уже просто выпал, поэтому он не выпал второй раз. Но здесь действительно и планы есть, и желания, и конкретные действия по заработку денег тоже есть. Да, и в этом он видит свой шанс. Тогда у меня возникает логичный вопрос, а почему тогда вы смотрите это? То есть подтвердить свои мысли или что? Ваш прошлый опыт не совсем дает вам возможность ясно смотреть на отношения в настоящем. Ваш прошлый опыт, болезненный опыт, дает вам такой, знаете, как механизм закрываться, механизм тревожиться, механизм переживать, да, то есть здесь я бы посоветовала немного проработать прошлый опыт отношений с противоположным полом, ну, в принципе, межличностных отношений, потому что вот по факту, да, мне опять на конце колоды, по факту я вижу королеву мечей, а внутри королева чаш. Вы не дораскрыли свою королеву чаш. Вы не... Как это правильно? Вы не даете ей шансов. Вы не даете ей раскрыться полностью. Вы закрываетесь. Закрываетесь. Возможно, есть на это причины, допустим, в поведении партнера. Но здесь нужно находить какой-то баланс, потому что я вижу искреннее стремление человека и искренние действия, что немаловажно. То есть его слова абсолютно хорошо умещаются в концепцию идеи того, что он говорит, и там действий. То есть все между собой очень органично, складно и понятно, прозрачно, назовем это так. Вот такой был третий вариант. Кому понравилось, у кого резонирует, кто понимает, о чем я вам буду очень благодарна за ваши лайки, комментарии. Особенно если комментарии будут с учетом вашей позиции. Там, у меня, допустим, проигрался третий вариант. Для чего это нужно? Я просматриваю некую тенденцию и сопоставляю определенное количество на долю вариантов, да? Я вам буду за это очень благодарна. А на этом всего доброго и пока-пока.